Всем привет, винтажники! Сегодня у нас будет новая распаковка аукционного лота, который я уже достаточно давно приобрела на eBay. И все это время он лежит и ждет своего счастливого часа, когда я все-таки его вместе с вами распакую. Для меня этот лот не был каким-то супер дорогим, поэтому особых ставок я на него не делаю. Но здесь есть одно единственное украшение, заради которого я затевала все торги. И мне, конечно же, очень интересно, будет ли оно соответствовать моим ожиданиям. Что ж, а мы приступаем к распаковке. Пишите комментарии, какие украшения вам понравились и, собственно, стоила ли покупка того. Открытие коробок — это всегда, конечно же, очень волнительно. Так, первым у нас будет на обзоре колье. Это достаточно длинный сатуар. Посмотрите, насколько он длинный. Он, наверное, сантиметров 40, может 50. На мой взгляд, около современное изделие из пластика. Оно очень легкое, минималистичное, но такие варианты иногда очень красиво смотрятся под летние наряды. Именно за счет того, что нежные пастельные оттенки, есть разная фактура бусин, какая-то граненая, какая-то под натуральный камень. Состояние у него среднее, потому что я вижу, что окислилась вот эта задняя сторона, которая обычно прилегает к шее. Задняя сторона металла, она немного окислилась, потемнела. И это абсолютно естественное состояние винтажных вещей, когда их металл окисляется при взаимодействии с вашими парфюмами или косметическими средствами, кремами и так далее. Милый такой вариант, не могу о нем больше ничего сказать. Маркировок здесь я не вижу. У нас такая достаточно современная застежка лобстер. По моим предположениям, это где-то около нулевые. Далее я вижу какие-то интересные серьги. Такие золото инков, знаете. Очень интересный вариант. Мне нравится. И я правильно предполагаю, что это бренд Liz Claiborne. Мы видим здесь маркировку LCI. Это 80-е, 90-е годы. Серьги не слишком тяжелые для своего размера, потому что кажутся, кстати, намного более тяжелыми, чем вот они в жизни ощущаются на руках. Это достаточно такая классическая прижимная лапка, очень часто используемая в сережках, клипсах от Liz Claiborne. Ну, симпатичные серьги в очень хорошем состоянии, я бы даже сказала, практически идеальным. Это не совсем мой стиль украшений, поэтому, возможно, эти серьги в скором времени появятся в моем телеграм-каталоге. Поэтому, если вы на него не подписаны, можете подписаться. Там все украшения, которые ищут себе новых хозяев. Так, еще одни серьги. Я не знаю, есть ли тут вторая. Так, есть вторая сережка. Вот такая пара сережек. Очень сочных и опять-таки летних. И мне кажется, что это вполне себе может быть прям комплект. Максимально близкое сочетание по цветовой гамме. Серьги, кстати, в лучшей сохранности. Они прям таки идеальные. Не вижу у них ни одного, ни малейшего схода покрытия или потертости. Ну, такие милые фруктовые сережки. Дальше есть еще одно украшение на шею. Минималистичное, на мой взгляд. Это колье с бусинами. Оно длинное, маркировок нет. Замочек лобстер. Немножко он погнулся, скорее всего. По периоду сложно сказать, к какому возрасту оно относится, но по материалам, скорее всего, это тоже около современные изделия, может, начало нулевых. Двигаемся дальше. Браслет. Браслет с граненными такими фасетной огранки кабошонами. Вставочки здесь из искусственного жемчуга. И также из такого граненого красивого стекла. Не вижу, есть ли тут покрытие Aurora Borealis, или это они просто так переливаются от того, что стекло, быть может, даже хрустальное. Такой милый браслет в духе винтажных украшений 60-х годов.
Не знаю, к какому периоду он относится, но, скорее всего, он более современный. Возможно, это 80-е или 90-е. Дальше смотрим. Еще одно колье в таком красивом, слегка черненом оттенке металла, чем-то схожим на винтажный джапанинг. Это когда металл покрывался такой толстой черной эмалью. Но это просто черненый такой металл, скорее всего, под черненое серебро. Такой достаточно коротенький вариант. Это колье чокер. Милое, если нужно разнообразить какой-то свой образ повседневный, например, с джинсами и какой-то майкой. Вот такие украшения всегда очень красиво смотрятся. Мне это колье определенно нравится. Оно очень легкое и в течение дня будет практически невесомо на шее. Лично для меня это всегда огромный плюс. Так, и теперь я вижу что-то очень красивое. Это такой вариант мальтийского креста. Подвеска очень тяжелая. Она с эмалью. Притом эта эмаль имеет такие золотые частички и вкрапления. Красивая такая вариация. Я видела это колье на снимках продавца, оно мне достаточно понравилось. И мне было, конечно же, интересно, есть ли тут маркировка АВ, вот здесь внизу. Не догадываюсь пока, что это может значить. Иногда маркировки NR, например, встречаются на украшениях от бренда Avon, и эти маркировки приписывают якобы сотрудничеству с брендом Nina Ricci. Но в истории, например, такого сотрудничества нигде не упоминается, поэтому это, скорее всего, у компании Avon был внутренний какой-то маркер того, где производились украшения. Что может означать маркировка АВ, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Если вы вдруг знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно, и думаю, многим из зрителей также будет очень полезно и интересно это узнать. Крест определенно крутой. Он такой яркий, акцентный. Цепочка цепочка имеет застежку лобстер. На застежке маркировок нет. Но само изделие выполнено достаточно качественно, под такое матовое золото. Мне нравится, очень красивый вариант. Определенно это украшение и серьги Лиз Клейборн, кстати, они достаточно неплохо сочетаются между собой, хотя серьги Лиз Клейборн немного ярче по своему золотому оттенку. Дальше мы с вами посмотрим, что тут лежит в пакетике. Это какое-то колье с такими монетками, похожее на арабский или индийский стиль. Ну, в общем, как-то так, если его распутать, оно выглядит примерно вот так. В хорошей сохранности, кстати, здесь металл в прекрасном состоянии. Я не вижу нигде ни сходов, ни потертостей. Вообще прекрасное состояние. Достаточно таких теплых медовых оттенков. Такие украшения также прекрасно подходят на лето. Также затрудняюсь ответить, к какому периоду относится. На мой взгляд, оно около современное. У нас здесь есть вот такое украшение. Что-то интересное. Я пока не сильно понимаю, что это. Представляет собой вот такую конструкцию. Начало, основание, скажем так, колье у нас идет с таким художественно-декоративным элементом в стиле арт-деко. Маркировок здесь я не вижу. Кабошон из пластика, вставки, скорее всего, стекло. Выполнено оно в цвете такого античного золота состаренного. Вот эти бусины из дерева, про вставки из пластика граненого и
низ колье вот завершается такой кисточкой. Но такое интересное сочетание стилистики ар-деко и бохо в принципе достаточно смелое. Это может быть, на мой взгляд, очень интересный и акцентный аксессуар. Еще здесь есть браслет металлический в двух цветах. Это какая-то шелковая нить. А может и не шелковая. Ну, в общем, это какая-то нить. И брошюровка металла также напоминает такую фактуру ниточки. Вставки из кристалликов. Кристаллики стекло. Ну, такой необычный браслет в стиле модерн. Он достаточно тяжелый, кстати. Вот. Больше о нем сказать нечего. К какому периоду он относится? Это может быть как 70-е, так и начало нулевых. Так, что у нас здесь? Браслет, скорее всего, это браслет на ногу. И вот как раз-таки то, о чем я вам ранее сказала. Здесь есть маркировочка. Мы видим с вами NR. Вот так правильно. И это бренд Avon. Видите, совершенно верно я угадала. Это бренд Avon. Это их стандарты какие-то, маркировки. Никто до сих пор не знает, и в книгах нигде не сказано, почему NR, как это вообще можно классифицировать. Но, скорее всего, это какие-то внутренние производственные обозначения того, где было изготовлено изделие. Интересный, милый браслет. Достаточно широкий. Ну, кстати, на ноге будет смотреться красиво. И, к слову, я недавно в своем телеграм-канале выпускала пост про возвращение моды на анклеры. И как раз-таки это украшение опять очень будет востребовано в ближайшие годы. Так что можете уже присматриваться к таким красивым винтажным вариантам, например, как этот браслет от Avon, потому что даже ювелирные бренды высокого ювелирного искусства начали делать такие украшения. А тут у нас вторым изделием колье. Колье, давайте я вам его покажу на манекене. Колье в виде вот таких разноформатных колец. Это что-то на тематику и стилистику модерна. Очень необычное украшение. Я такие украшения люблю, потому что они всегда добавляют каких-то таких легких, но при этом ярких акцентов в образы. И ими можно абсолютно легко разбавить любой лук. От повседневного до какого-то вечернего. Здесь 3 оттенка металла. Насколько я вижу, серебро, золото и такой красноватый медный оттенок. Красивое колье, оно практически невесомое. Маркировок здесь я не вижу. Так, пишите в комментариях, что из этих украшений вам уже приглянулось. Далее у нас есть серьги. Легкие такие абсолютно. Это, скорее всего, пластик, покрытый тонкого, может, напылением металла. Они очень легкие, хотя выглядят такими тяжеленькими. Достаточно симпатичный вариант. И я вижу, что сегодня большинство украшений, в принципе, неплохо сочетаются между собой. По крайней мере, серьги хорошо подходят к абсолютно разным украшениям. Это уже приятно. Дальше здесь есть крупная цепь. Мы сейчас ее с вами быстренько посмотрим и перейдем к итоговому украшению, заради которого мне приглянулся весь этот лот. Цепь крупная, она такого матового оттенка, похожего на состаренное античное золото. Местами есть окисление металла. Она очень тяжелая. Я не знаю, сколько она весит, но по мне тут, наверное, более 100 грамм точно. Маркировок я не вижу. Можно ее будет носить легко в 2 оборота. Ну, в общем, вот такая цепь. Скорее всего, годов 80-х, 90-х. И финал нашей распаковки – это украшение, которое мне очень понравилось. Оно похоже на такое античное изделие. Это браслет.
Признаюсь честно, он, кстати, достаточно маленького размера, что мне нравится. Признаюсь честно, у меня были на него очень большие ожидания. По фотографиям продавца мне показалось, что это изделие имеет немножечко другую фактуру. Сейчас же я вижу в жизни, что это металл, который покрыт каким-то слоем как будто бы лака, потому что здесь есть разводы от кисти, которые его покрывали. А может быть, это и художественная задумка. А может быть, это просто сход покрытия внешнего, потому что внутри вот этот золотой цвет на внутренней части вот этого выпуклого элемента, он такой более яркий, насыщенный. Этот браслет просто немного со временем потерял свой оттенок. Мне такие украшения очень нравятся, я их очень люблю, но признаюсь честно, что в жизни этот комплект, а это как раз-таки комплект, это браслет и колье, аналогично, оно достаточно короткое. Посмотрите, как необычно оно выглядит, оно действительно достаточно акцентное, как само по себе украшение. У него очень красивый такой античный вид. Я бы даже сказала, в какой-то византийской тематике, что ли. Признаюсь честно, в жизни оно мне нравится не настолько, как понравилось на снимках продавца. Я все-таки ожидала, что оно будет то ли другого качества, то ли другого покрытия. Это покрытие, скорее всего, немного потеряло свои свойства со временем, но, в принципе, для каких-то интересных образов это тоже очень неплохой вариант. Хотя местами вот я вижу какие-то есть окисления. Что ж, вот такая у нас сегодня с вами получилась распаковка. Напишите в комментариях, понравилось ли вам какое-то украшение и стали ли бы вы покупать себе такой лот. Повторюсь, что мне понравилось это украшение именно у продавца, поэтому я купила весь этот лот. И из него я точно могу выделить несколько очень ярких украшений. Это эти клипсы от бренда Liz Claiborne 80-х, 90-х годов в идеальном состоянии. Это прекраснейшая вариация креста мальтийского, также в таком красивом матовом золоте. Красивый браслет, который очень красиво будет сочетаться с винтажными, например, стеклянными бусами 50-х, 60-х годов. И, в принципе, остальные украшения тоже достаточно милые. Что ж, вот такая распаковка у нас получилась, а мы увидимся с вами скоро вновь на новых обзорах. До скорых встреч, пока-пока!